Никто не знает, когда начали праздновать Новый год. Не верьте тому, что написано в интернете. Никто ничего не знает. Более-менее достоверно только то, что в христианские времена из Византии пришел к нам праздник Новолетия, 1 сентября. Вот что писал по поводу праздника Новолетия известный иезуитский монах Пассивина, который бывал у нас во времена Ивана Грозного. 1582 год. Кавычки. «Летоисчисления московиты ведут от самого сотворения мира. Нынешний год от Рождества Христова 1582 они считают 7091 от сотворения мира. Начало года у них 1 сентября. Этот день они отмечают всеобщим весельем и всяческими развлечениями. На площади воздвигается помост, на который поднимается митрополит и великий князь, и возмещает оттуда об окончании года. Митрополит по обычаю светит воду, этой водой кропит сначала князя, а потом стоящий вокруг народ. Народ в это время громко кричит: «Великому государю нашему и детям его многое лето». Все радостно поздравляют друг друга, желая долгой жизни. Кавычки. Очень похоже на современное празднование. Не было, правда, тогда еще ни Дед Мороза, ни Снегурочки, ни голубого огонька, ни новогодних корпоративов, нравы были строгие, все знали, в какую дверь надо зайти, потому что народ был строгий и скромный. Елки тоже не было. Откуда у нас появились елки? Кто повелел? Петр I. Совершенно неправильно. Это тоже легенда. В указах Петра I по поводу празднования Нового года есть только намеки на елку. Речь на самом деле идет об украшении своего жилища ветвями. В России празднование Нового года с 1 января введено указом Петра I 20 декабря 7208 года. То есть по современному календарю 31 декабря 1699 года. Любители нумерологии, задумайтесь. В указе сказано, кавычки, «А в знак всего доброго начинания и нового столетнего века». То есть Петр I искренне думал, что со следующего дня начинается новый 18 век, что тоже было ошибкой. Петр I заблуждался точно так же, как Google и Windows, и все, кто думали, что новый век начинается в 2000 году. А на самом деле он начинается в 2001 году. Но я думаю, это специальная маркетинговая разводка. Нас таким образом заставили просто миллениум праздновать 2 года подряд. И 2 раза тратиться на это. И вот Петр повелевает, что новое столетие учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых, можжевелевых, а стоять тому украшению, то есть ветвям, до 7 дня января того же 1700 года. То есть царский указ сразу определил, что елка не до Старого Нового года, не до 8 марта, а елка должна стоять 7 дней до 7 января. Кстати, загадка, почему до 7 января. Тогда же Рождество было по-другому, да? Кстати, про фейерверки тоже в указах Петра уже написано. Но как выполняли этот указ в части елок, никто на самом деле не знает. Никаких данных на этот счет не сохранилось. Есть у историков предположение, что где-то в столицах, наверное, украшали елками. Трактиры, присутственные места, какие-то правительственные учреждения. Но в народ это совершенно не пошло. Люди остались в целом в неведении по поводу царского пожелания украшать жилище. А настоящая рождественская елка с подарками для детей в самом современном виде оказалась в декабре 1817 года в Московском Кремле. И устроила эту елку жена будущего императора Николая I, тогда великая княгиня Александра Федоровна, дочка прусского короля, прусская принцесса Шарлотта. Немецкий обычай наряжать елку игрушками и делать ее символом Рождества и класть под елку подарки для детей. Она привезла эту традицию из Германии. И сначала в Москве, а на следующий год в Зимнем дворце в Петербурге. Начиналось это с императорской фамилии, потом в богатых семьях, в столице. Постепенно расширялся. Потом появились рождественские балы во дворце.
и рождественские подарки. Николай I, с которого, собственно, с его супруги началась традиция новогодних елок, очень любил делать рождественские подарки. Он сам тщательно выбирал своим детям, кому что подарить, с намеками. Например, наследнику цесаревичу Александру II, будущему, он подарил на Рождество вот такой бюст Петра I с намеком. Вот тебе образец. Но самым оригинальным рождественским подарком, пожалуй, из тех, что я знаю, был подарок Николая I своей дочери. Он подарил ей на Рождество натурально жениха. Когда елочка зажгись, раз, а под елкой сидит ее жених. На самом деле, если говорить серьезно, то у них была уже помолвка, но представьте те расстояния. Жених жил в Европе, где-то в германском княжестве, и они намеревались встретиться, он приедет в гости когда-нибудь в январе-феврале, но Николай I организовал тайную спецоперацию, и никто не знал, и жениха этого тайно инкогнито доставили досрочно в Петербург, и она его не видела, и никто не видел, и посадили под елку. С началом Первой мировой войны, вы будете смеяться, но началась кампания по запрету елок. Кампанию эту возглавляли отдельные деятели Святейшего Синода, которые и до этого с елками боролись, потому что им казалось, что это как-то не по-православному, какое-то то ли лютеранство, то ли язычество, все эти пляски, игрушки. Надо сходить в храм, помолиться и спать, а тут ненужное веселье. Не по-православному. А тут началась война, ну и решили, что все, поскольку традиция наряжать елку из Германии, соответственно, нашим традиционным ценностям елки духовным не соответствуют, и начались гонения на рождественскую елку. По этому поводу императрица Александра Федоровна писала своему мужу Николаю II, кавычки, «Говорят, Синод издал указ, воспрещающий устраивать елки. Я постараюсь добраться до истины в этом деле, а затем непременно подниму скандал. Это совершенно не касается ни Синода, ни церкви. А затем, чего ради лишать этого удовольствия раненых и детей?» Императрица Александра Федоровна встала на защиту елки, ну и как-то елку спасли. А вот, опять же, вопреки мифологии, первые годы советской власти, советское правительство и лично Владимир Ильич Ленин относились к елке исключительно терпимо. И Ленин даже ездил в Рождество на елку к детям. Вот есть замечательные кадры. Ленин на елке в Сокольниках. Это никакая не новогодняя елка, как потом напишут в канонических историях о Ленине. Это самая настоящая рождественская елка в канун 7 января. Ленин там весело пляшет с детишками в Сокольниках, в каком-то детском учреждении, в Сочельник перед Рождеством. Он ехал туда с Крупской, с сестрой, дарили подарки, хотя не без приключения. Малоизвестная история, как он, собственно, добирался и почему он оказался на этой елке, весь мокрый и в снегу. Когда Ленин ехал в машине с женой и сестрой, ну и водителем, понятное дело, Сокольники — бандитский район, чего под видом патруля красногвардейцы тормознули. Все, выходи, кошелек. Владимир Ильич возмутился. Кто у вас тут главный? Там вышел главный. Вы знаете, кто я? Я Ленин. Кто-то ему сказал, а я Кошельков. Действительно был известный московский бандит. Бандит Кошельков ограбил Ленина, высадил их из машины, они на машине уехали, а Ленин пешком по снегу добирался к детской елке. Кошелькова потом поймают чекисты, долго ловили, год, убьют в перестрелке. В общем, такая драматичная была рождественская елка у Ильича, как говорится в известном кино. Спасибо, что живой. С 20-х годов, уже после окончания гражданской войны, началась антирелигиозная кампания. Начались настоящие гонения на рождественские елки. Совершенно безумные, на мой взгляд. Елка оказалась мишенью государственной политики и антирелигиозной пропаганды именно в связи со связью с Рождеством. Не елка сама по себе, а то, что это Рождество. Чего там только не приписывали тем, кто ставит елку дома и отмечает Рождество. Там опиум для народа. Те, кто собираются праздновать Рождество с елкой, это обязательно алкоголики. Беречь природу надо, нехорошо вырубать елки. В общем, полный набор аргументов. Вот помните этот мультфильм Простоквашино, где кот Матроскин посылает Шарика в лес за елкой? Тот отказывается. А мне жалко елки рубить. Если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Это вон для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки. Почему это? Почему это, бестолковый? На них сидеть можно.
Это все из 20-х годов. Елки рубить нельзя. Посмотрели, тут несколько нашли замечательных совершенно отрывков из газет и журналов той поры. Я не могу не прочитать вам, например. «Приключения пионера Аксюшки». Идет Аксюшка по улице. Засмотрелся он на огни магазинов. Везде продают рождественские игрушки. Завистливо смотрит Аксюшка, забилось его маленькое сердечко. Но потом он вспомнил, что он сын рабочего и пионер. И зачем ему это Рождество? Зачем ему эта елка? Значит, не для нас она создана, подумал Аксюшка. Не елка нам, пионерам, нужна, а книжка Ленина. Отказываемся от елок. Воззвание подписали 74-я школа, все ученики 2 класса. Наши ребята обязались все как один на Рождество прийти в школу учиться. Мы отказываемся, ну, имеется в виду, отказываемся от выходного дня. Опять же, вопреки легендам, большевики не отменили выходной день в Рождество. И первые годы 10 выходных дней были. Рождество, Пасха после революции. Их не оплачивали. Но можно было не работать, такой компромисс. Сознательные пионеры пишут, 74-й школы 2 класса. Мы в Рождество все равно придем в школу. Мы отказываемся от елок. Лес губить не позволим. Пусть елки растут для полезного употребления. Ребята, следуйте нашему примеру. Рождество как праздник, как система выходных дней, это было окончательно сломано где-то на рубеже 20-30-х годов, когда в рамках экономического большого скачка, индустриализации и начала коллективизации. Мы об этом совершенно забыли. Вот в рамках введения ударничества на производстве вообще поменяли календарь. Не было больше никаких выходных воскресений, тем паче суббот. Была пятидневка. 5 дней работаешь, потом опять 5 дней работаешь. А иногда и без выходных, потому что ударники. Количество выходных сокращено было до 2. Правда, 2 по 2 дня. 1-2 мая – это день интернационала. И 7-8 ноября – день Октябрьской революции. Все остальные выходные были отменены. Людям было очень тяжело, потому что отломало столетиями какой-то ритм был. Всегда суббота была рабочая в России. Но воскресенье все-таки традиционный выходной. Только потом мы в начале 30-х отменили 5-дневку, ввели 6-дневку. 5 дней рабочих, потом 6-й выходной, потом опять 5 дней рабочих. Причем выходного дня не было даже 1 января. 1 января появляется в нашем календаре выходным только после войны, в 1948 году. 1 день. Для тех, кто еще помнил дореволюционные времена, коммунистическая идея бороться с елками, конечно, вызывала иронию. Большевики связывали елку с религией. А до революции, наоборот, с елкой боролась официальная церковь, как с немеччиной, лютеранством или чуть ли не язычеством. Вот это в голове у людей не укладывалось, чем, собственно, елка виновата. Но официальные елочные базары были в Москве, Ленинграде запрещены. Где-то в провинции елки все-таки продавали полуофициально. В основном маленькие елочки ставили дома. Старались особенно не афишировать елки дома, потому что приплетут религиозную пропаганду. Оттуда, собственно, уже полшага до отправки на исправительные работы, потому что религиозная пропаганда и навязывание религиозных идей легко попадает под антисоветскую деятельность. Реабилитация елки происходит только в середине 30-х. В самом конце 1935 года, понятно, что заранее это все было согласовано с Политбюро и со Сталиным, один видный партийный деятель публикует авторскую статью, небольшую, по-моему, в газете «Правда». Там, в частности, звучат такие слова. В дореволюционное время буржуазия и чиновники всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся детей-богатеев. Почему у нас школы, детские сады, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся советской страны? А дальше замечательно. Левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки положить конец. Так что буквально через пару дней после публикации этой заметки выходит постановление ЦК ВЛКСМ, организации елок в дворцах пионеров, школах, и происходит молниеносная повсеместная реабилитация. Как-то сразу затихли призывы беречь природу, елки стали активно на радость детям вырубать. И тут же появились во всех газетах совершенно другого плана статьи с фантастическим стилем. Вот статья под названием «Устроим
новогоднюю пионерскую елку. Кстати, обратите внимание, как хитро сделано. Больше нет никаких рождественских елок. Теперь новогодние елки, никакой идеологии. Самые счастливые ребята в мире – это мы, советские ребята, дети рабочих, колхозников и советских служащих. Ну кому же, как не нам, устраивать елку? Кто-то когда-то, где-то сказал, что елка – это буржуазная затея. Многие педагоги, вожатые родители сочли с тех пор предосудительным устраивать елку для ребят. Ну и дальше пишется о том, что это неверно, что Владимир Ильич Ленин, новый 1924 год, когда лежал больной в Горках, тоже устраивал елку для ребят. И вдоволь повеселились и посмеялись ребята на этой елке, которую устроил для них Ленин. Ну, в общем, весело по-пионерски встретим новый счастливый советский год с елкой. Не прошло и недели, как появляются такие статьи. Елка победила. Вот власть перестала с ней бороться, елка получила статус новогодней, и тут же появилась песенка всеми забытая. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Это вообще-то песенка рождественская, написана еще при царе. Задолго до революции тут она раз и зазвучала на всесоюзном радио. Вместо родившегося Христа героем становится Дед Мороз, а в следующем, страшно сказать, в 1937 году появляется новый герой, у Деда Мороза появляется помощница. До этого нигде ее не было. Снегурочка. Это чисто наше советское изобретение. Поэтому с тех пор, как говорят мальчики, вы все больше и больше думаете не о Деде Морозе, а о Снегурочке, значит, детство закончилось. Теперь по поводу новогодних традиционных застолий. Шампанское мы открываем перед обращением президента. Это тоже довольно новая традиция. Впервые обращение к советскому народу руководителя страны прозвучало только 31 декабря 1970 года. И это был Леонид Ильич Брежнев. Тогда еще с вполне нормальной дикцией. Не болел тогда. То есть всего лишь 55 лет назад. Поздравляю всех вас с Новым годом. Организация Объединенных Наций, которая объединяет почти все государства Земли, решила провозгласить его годом ребенка. Это очень хорошее, правильное решение. Самым неожиданным поздравлением для советских, или уже, наверное, для россиян, когда неожиданно с телевидения, говорят, чуть не за 2 часа или за час, позвонили Михаилу Задорнову и сказали, что Борис Николаевич не может выступить. И предложили выступить ему. Михаил Задорнов, прекрасный сатирик, талантливейший человек, выступал экспромтом, на часы не смотрел, он залез за Новый год, плюс минута с лишним. Так что бой курантов прозвучал позже положенного. Да. Извините за накладку. Здравствуйте. Начинаем наш сатирический прогноз. Начинаем его с напоминания о последних событиях. Итак, главное событие Нового года – это Новый год. Он все-таки наступил, несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник, но этого, слава богу, не произошло. И политики проявили благоразумность, порадовали нас 92-м годом, за что им особое общенародное поголовное спасибо. Шампанское появилось во Франции, когда еще Франции не было. Римляне посадили виноградники. Им казалось, что довольно холодно и как-то не очень уютно, когда завоевали Галлию, Юлий Цезарь. Но все-таки внешне им напоминала область Италии, южнее Рима, Кампания. Шампань – это Кампания. Но так как там все-таки похолоднее и немножко другие почвы, то вино кислое. Его сначала в бочке, как положено, а потом уже в новое время стали разливать по бутылкам. По бутылкам гораздо выгоднее, конечно, и храниться дольше, и продавать удобнее, чем бочками. Но проблема в том, что бутылку закупориваешь, вино газифицируется, оно там бродит, и пробка вылетает, портится, хоть выливай. Вот так естественным путем от не очень отработанной системы хранения стало появляться шампанское с пузырьками. И Дон Периньон, этот монах, он, конечно, шампанское не изобрел, он его стандартизировал и сделал более безопасным само производство и хранение в бутылках. Дон Периньон жил примерно во времена, как у нас Петр I. Пробки из пробкового дуба – это английское изобретение.
Вот. Пробки раньше были другие, а эти прямо держались хорошо. А вот проволока, по легенде, это вдова Клико из корсета выдернула пробку, замотала. И это замечательное изобретение, ей приписываемое, позволяет лучше хранить шампанское, крепче, ну и вообще как-то надежнее. Берегите себя, потому что пробка вылетает со скоростью 60 км в час. Выбивает глаз просто легко, не дай бог, поэтому аккуратно. Шампанское раньше было совершенно другим. Я про это говорил на лекции про Первую мировую войну. Оно было сладким. Гораздо слаще, чем Кока-Кола. По-моему, сейчас сладкое шампанское, не соврать. Проверите, где-то 5-10 сахара пишется, там чего-то там. Тогда стандарт был 20, а в Россию поставляли до 30. Это просто ликерный десертный напиток. Но с началом Первой мировой войны ситуация на рынке изменилась. Россия главный импортер шампанского из Франции. Поставлять его нельзя, все логистические связи нарушены. В Америке там свое, в Калифорнии что-то пытаются изобрести. Поэтому главным покупателем шампанского становится Англия, а в Англии совершенно другие вкусы. Англичане привыкли к сухим винам. Поэтому для Англии начинает производиться сухое шампанское. По нашим меркам оно сладкое. Но тогда оно называлось сухим. Оно было меньше сахара, чем в России, в 10 раз. Такую сухую кислятину пили англичане, и потом к ней привыкли, и голова меньше болит, и как-то идет легче. Наше шампанское стало появляться сначала в Крыму, и почти одновременно с другой стороны, в районе Новороссийска. Голицын, величайший пассионарий российского шампанского. Кто-нибудь бывал на голицынских заводах под Анапой или в Крыму? Были, да? Там невероятно интересно. Я когда был в Новом Свете, в этих подземных туннелях, где производится и хранится шампанское, там до 2014 года, это было унитарное предприятие украинское. Очень бедное, все разрушено, ничего не работало. Но шампанское делали вручную, по старой технологии, и оно было хорошим на самом деле. Просто очень маленькое производство и очень дешевое. Я не понимал, как они вообще могут держать такую цену, с учетом того, что между пустой бутылкой, которая поступает на склад, и бутылкой, которая находится в коробке, человеческая рука дотрагивалась до этой бутылки, по-моему, 24 или 26 раз. Представляете? То есть вот там бутылку доставали, заливали, переворачивали, хранили, держали, опять переворачивали, снимали там какую-то специальный осадок, затыкали новой пробкой. Все шампанское изначально сухое. Поэтому шприцом сквозь пробку вручную добавляли определенное количество сахарного сиропа. Получалось шампанское полусладкое, либо сладкое. Доливается сахарный сироп. Вручную тогда его доливали. Я никак не мог понять, стандартизованное производство Моët Chandon или тем паче вдова Клико, это так, от 30 евро за бутылку. А ваша бутылка стоит 3 евро, причем вручную. Как это вообще возможно? Ну, мы государственное предприятие, у нас нет прибыли. Бедно жили просто на самом деле. Советское шампанское с 1937 года начинается массовое производство. Оно, кстати, неплохое. Просто немного другая система производства и хранения. Просто это цистерны большие. Оно дозревает не в бутылках. Давайте про закуски. Оливье. Откуда? Из Франции. Так, еще какие версии? Это правильная догадка. Слово французское. Французский повар в России. Горячо. Десятка. Это... Русский француз, француз наполовину. По-моему, у него отец француз, мама русская. Люсьен Оливье жил во времена Достоевского, середина 19 века. Сначала работал поваром, а потом стал владельцем знаменитого ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади, здесь метро Цветной бульвар. Вот он придумал салат, названный по его имени – оливье. Вопреки всеобщим заблуждениям, точного рецепта салата оливье не сохранилось. Люсьен унес его с собой в могилу. Есть масса подделок. По него сбежал шеф-повар в свое время, который выпускал свой оливье. Но там все равно сложный соус, масса ингредиентов, которых мы представить себе не можем. В классический оливье входило как минимум телячий язык свежий, непременно дичь, раковые шейки. Ближайшие к оливье родственник салат столичный. Есть много упрощенных версий. И уже дело доходит до вареных сосисок с майонезом. Непонятно чем совершенно. У нас в столовой, я помню, в институте всегда этот салат продавался. Тошнотик он назывался, столичный. По понятным причинам. Надо было срочно запить Кока-Колу, если не хотел потом испытывать. А Кока-Колы не было тогда. Люсьен очень бы удивился, если бы увидел, что мы едим под названием оливье. Это, конечно, что-то совершенно другое. Но за границей это называется русский салат. Russian salad, это справедливо. Сельдь под шубой.
еще более темная история. Есть две главных версии появления сельди под шубой. Первая версия такая. Это салат впервые был изобретен и придуман к торжественному приему по поводу коронации Александра III в Москве. И назывался он «Коронационная гатчинская форель под шубой». Форель была рыбой недешевой даже тогда, поэтому в массовом производстве заменили на селедку. А дальше примерно все то же самое. А есть другая версия, которая мне нравится гораздо больше, такая революционная. Сельдь под шубой появилась в Москве после революции. В одном трактире в начале НЭПа придумал трактирщик, поскольку времена были непростые, еды было мало. Главная задача салата – это чтобы человек много выпил, потом закусил и уснул. Закуска должна быть сытной и плотной. И вот он придумал эту сельдь под шубой, намешав туда всего-всего-всего, дешево и меньше пьянеют. А почему под шубой? Потому что это аббревиатура лозунга изобретателя этого салата «Шовинизму и упадку, бойкот и анафема. Ше-уба». В общем, колоритная версия, но вполне в духе окон роста. В общем, заканчивая эту историю, хочу сказать, что в каждой стране есть свои уникальные способы отмечать Новый год. Их десятки. Мне нравится больше всего итальянский обычай выбрасывать в Новый год из окон лишние вещи по максимуму, чтобы очистить свой дом. И еще мне очень нравится в далекой стране Эквадор, Латинской Америки, есть якобы такая новогодняя традиция, чтобы в следующем году прожить жизнь интересно и куда-нибудь съездить пропутешествовать, то в момент, когда бьют их местные куранты, надо взять пустой чемодан и с этим пустым чемоданом несколько раз выйдя на улицу, оббежать вокруг своего дома, и тогда в следующий раз ты точно съедешь в какое-нибудь интересное путешествие. Вот я подумал, что если итальянский обычай выбрасывать вещи, совместить с эквадорианским бегать вокруг дома под окнами с пустым чемоданом, то можно много полезного подобрать. Самое главное, чтобы Новый год встречать интересно, с елкой, друзьями, семьей, чего я с большим удовольствием всем желаю, и чтобы в следующем году вы по-прежнему слушали интересные рассказы из русской истории, путешествовали, жили полноценной жизнью, были здоровы, счастливы. С наступающим вас Новым годом! Спасибо.